Всем привет! Вы на канале Small Portal. Это видео записываю по просьбе моего подписчика. Alone in the Dark, The Nightmare, четвертая часть игры получается. Новая игра. Заставку пропустим. Проходить будем за Эдварда Карнби. Alone in the Dark. Так. Карнби, ответь, пожалуйста. Элин, ты в порядке? Как я могу быть в порядке? Что это было? Что за чертовщина тут творится? Пока что я и сам не понимаю. Слушай, я хочу выбраться отсюда сейчас же. Не паникуй, я что-нибудь придумаю. Где конкретно ты находишься? На крыше какого-то особняка. Я чуть не погибла, и мне очень страшно. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Я приземлился в лесу, метрах в 50 от особняка. Ты меня видишь? Вижу. Каким образом? Ради бога, помоги мне, включи фонарик. Отлично. Теперь я тебя вижу. Хорошо, я тебя тоже вижу. Значит, план такой. Попробуй забраться внутрь особняка и найди, где спрятаться. Я приду за тобой. И когда это произойдет? Не знаю. Постараюсь потратить как можно меньше времени. Что? Элин, я приду за тобой, обещаю. Поторопись. О боже. Нет, не двигайтесь, лежите. Оставь меня. Мне конец. Я хочу умереть. Кто это вас так? Этот остров — настоящее пекло. Здесь нет людей. Лишь жуткие твари. Беги. Выбирайся отсюда. Чего бы это ни стоило. Как вы здесь очутились? Лодка. Последняя партия. Он всех перебил. Не волнуйтесь, вижу, у вас есть пистолет. Я оставлю немного патронов и попробую вызвать помощь. Помощь? Но ты умрешь, как и все остальные. Ему кто-то руку оторвал. Я вернусь. Так. Взят бронзовый ключик. И больше нам тут ничего не дают. Погнали отсюда. Он там застрелился. Дверь заперта. Так. Предметы. Вот. На что хочу обратить внимание. Нажимаем рассмотреть. Бронзовый ключик. Написано маленький бронзовый ключик. Всегда обращайте внимание на данные надписи, на подробное описание, если оно будет. Потому что придется угадывать, какой ключ откуда, и благодаря этим описаниям вы сможете догадаться. Невидимка какая-то ее сейчас замочила. Собаку эту. Нечистая сила. Так вот, прямых подсказок в этой игре не будет. Ну, только если вы не посмотрите мое видео. Так. Патроны взяли. Так, там мы только что были. Наверное. Нет, стоп.
пришел. Играть лучше на джойстике или на геймпаде, чтобы срабатывала вибрация в такие страшные моменты. Так намного круче. Так, взяли аптечку. Погнали дальше. Проходите, я попробую максимально быстро и понятно. Что вы же залазите, включаете эти видео мои для того, чтобы посмотреть, как я играю, правильно? А найти какие-то ответы на вопросы. Получится что-то вроде пособия по прохождению. И здесь будет еще одна. Перезаряжаться желательно в менюшке, потому что в режиме боя перезаряжаться вы нежелательно. Пока он перезарядится, вас уже замочит. Я знал, что сюда не пройду, но специально зашел, чтобы вам показать следующее. Заходим в карту. Вот, видите? Приближу. Вот здесь зеленая пометка, это открытая дверь. Это красная пометка, дверь заперта на ключ, и белая там, где мы еще не были. Желтая пометка будет, если дверь замурована, и ее вообще невозможно открыть. Вот белая. Ну ладно, погнали отсюда. Карнби, ответь. Что происходит? Творятся кошмарные вещи. Здесь тени, живые тени. Да ты что? Элин, Это ужасно. Забери меня отсюда, я умоляю, поторопись. Элин, Элин! Обратите Черт. внимание на звуковое сопровождение. Музыкальное. Музыка здесь что надо. Подобрали со вкусом. Под нее балдею. Он как будто кто-то за нами подсматривал сейчас. Эти твари друг друга жрут уже. Так, здесь приготовьтесь, здесь надо будет максимально быстро пробежать. Так, пробежал сюда. Не мешкаем, ничего. Желательно не паниковать. В панике начинаешь не те кнопки нажимать, все такое. И здесь быстренько-быстренько. Вот, так вот. Чтобы эта сволочь нас не могла даже задеть. Все, убежали. Отлично. Квест пройден. На камере меня не видно, потому что не получилось, короче, у меня записать через OBS Studio. Но почему-то именно эту игру не захватывает, а в оконном режиме она не открывается. В общем, проблема. Записываю через бандикам. А бандиками нельзя настроить хромакей. Получается очень некрасивая картинка. Поэтому без вебки сегодня. Так, 3 раза выстрелил в этого змея или этот крокодил. Тут обязательно крутиться, потому что, как вы заметили, он рандомно выскакивает с разных мест. Не успеешь ты повернуться. Блин, стою, кручусь с пустым барабаном. Это же револьвер, как я понимаю. Так, оружие. Посмотреть.
Да, это револьвер. Старый добрый двухствольный пистолет с двумя барабанами выстреливает по 2 пули. Видите, какое здесь оружие? Где в жизни такого не встретится? Пистолет двухствольный с 2 барабанами. Фантастика. В начале 2000-х годов у кого-то была очень богатая фантазия. Револьвер с 2 барабанами и 2 стволами. По 2 пули стреляет. Так, здесь надо в этой игре еще максимально быть внимательным. Вот. Коробка с патронами. Короче, пули собрали. Аптечку взяли. И нам надо все здесь облазить. Абсолютно все. Потому что где-то здесь должно быть ружье, без которого мы просто не пройдем игру дальше. Нам придется начинать ее заново. Дверь заперта, посмотреть. Туда, посмотрели. Ключ взяли. Так, ну где-то же тут должно быть ружье. По-моему, оно где-то тут. Ладно, пошли вниз. Полазим тут. Тут нету его. Патроны к ружью есть, 36 штук. Самого ружья нет. Там двухствольный обрез тоже. Так, постараюсь не бегать, а аккуратно тут. Во! Мы взяли 3-ствольное ружье. Даже не 2, а 3. Вот. Сейчас я чуть позже покажу вам, почему я так парился. Скажете, нельзя было... Неужели нельзя было вернуться обратно и взять это ружье? В том-то прикол, что нет. Сейчас вот я зайду в дверь. Карнби! Карнби, отзовись! Элин, я думал, что ты погибла. Я тоже так подумала. Я не привыкла к таким местам и хочу, чтобы все это немедленно прекратилось. Я понимаю. Ты не понимаешь, ты понимаешь. Да ни черта ты не понимаешь. Я не знаю, чего вы вместе с Джонсоном или с профессором Мортоном от меня добиваетесь, но я требую, чтобы весь этот кошмар прекратился. Немедленно! Элин, возьми себя в руки. Где ты? В какой-то комнате, но я не могу отсюда выбраться. Одна дверь заперта, я могу открыть вторую, но ее подпирает какой-то тяжелый предмет. По-моему, Обет Мортон запер меня здесь, а я еще пыталась ему помочь. Никуда не уходи, я тебя освобожу. Это и все, что ты можешь сделать? Да, я делаю все, что в моих силах. Ну ладно, поторопись. Опа. Тут нам ружье понадобится. Как я и говорил. До этого что? Видели, 9 патронов. Я на нее угандухал. Пистолет тут бесполезен. Света они тоже не боятся. Кстати, тут будут такие, которые боятся света. Вот, взяли амулет. Амулет, он нужен для сохранения. Без него вы не сохранитесь нигде. И вот что я хочу показать. Вот, не взял бы я сейчас ружье. Нажимаем на дверь. А она ни хрена и не срабатывает. Все. Это просто зеркало. Это больше не дверь.
Обратного пути не будет. Поэтому будьте внимательны в самом начале игры. Так. Мраморный бюст не очень старый. У основания бюста есть какой-то механизм. Ну, пароль, конечно же, я знаю. Вот. H. HM, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да. Что-то... Какой-то механизм сработал в этой картине. Но мы пока туда наверх не пойдем. Мы прогуляемся здесь. Может, что возьмем? Тут, кстати, в этой игре очень важно собирать всякие мелочи. Обходить каждый сантиметр. Потому что, не дай бог, что-нибудь важное упустите, и все, и кранты. Как вот, к примеру, с этим ружьем. Не взял бы я его сейчас. И все, я был бы без оружия. Так. Вот это, по-моему, да, картина? Эй, я тебя слышу. Ты увидел, что мешает двери? По-моему, это простой комод. Ну так отодвинь его в сторону. Ни хрена себе простой комод. В 2 раза выше меня. Так. Взяли маленький ржавый ключ. Да, и кстати. Твою мать. Наконец-то, я хочу знать, что здесь происходит. Я пока не разобрался, но мне нравится твоя новая одежка. В ней ты выглядишь не такой... Ну, ты понимаешь. Да, понимаю. Вот твои вещи. Спасибо. А как же моя куртка? Тот, кто тебя здесь запер, хорошо постарался. Я проклинаю себя за то, что отпустил тебя одну. Я здесь потому, что у меня были на то свои причины. Тебе удалось поговорить с Обедом Мортоном? Нет, а тебе? Я не уверена. Такое ощущение, что здесь несколько Обедов Мортонов. Здесь слишком опасно. Нужно найти какое-нибудь укрытие, где ты сможешь спрятаться и подождать меня. Послушай, Карнби, ты не хуже меня знаешь, что до ближайшего безопасного места придется лететь часа 2, не меньше. Я до сих пор жива, если мне суждено умереть, я не собираюсь сидеть на месте и отсчитывать отведенные мне часы. Я хочу во всем разобраться. Совсем недавно сверху доносились чьи-то голоса. Там есть люк. С твоей помощью я смогу до него дотянуться. Почему бы не пойти вместе? У нас с тобой разные цели. Помнишь, что ты говорил в самолете? Ну давай же, помоги мне. А если откажусь? Ты не из тех, кто станет отказываться. Так вот. Патроны желательно не транжирить, потому что они тут ограничены. Поэтому я убежал. И каждую эту вот книгу надо... Вот, видите, 13 января 1963. 1963 это, возможно, какой-то пароль к чему-то. Очень важно читать. Вот красным выделено. Это не под приборной... Это не код приборной доски в библиотеке. Тут все надо читать, все изучать, каждую картинку, каждую мелочь, каждую деталь. Так. Что у нас тут? Статуэтка и диктофон. Прослушаем диктофон. Голай. Так вот. Вот, дверь замурована. И на карте, как вы видите, вот сверху
Сейчас приближу. Блин, что-то не то я включил. Вот она. Замурованная желтая. Ну, в принципе, вы поняли. Погнали вниз. Так, тоже дверь замурована. Вы хотите взглянуть в глазок? Да. Что-то слишком быстро показали нам эту картинку. Она исчезла. Быстро. Ну, кто захочет поставить видео на паузу, там, в принципе, может быть, будет что-то полезное на этой картинке, я не знаю сейчас. За такое время что-то разглядеть просто нереально. По крайней мере, запомнить точно. Так, ну что, теперь погнали. Используем аптечку. Пойдем. Дверь заперта. Желательно не тратить патроны, а убегать. Потому что эти твари будут появляться бесконечно. Я знаю, кто ты и зачем сюда пожаловал. Я ждал твоего прихода. Стойте, где стоите. Не двигайтесь. Кто вы? Меня зовут Иден Шоу. Я хранитель этого острова. Хранитель? Какой еще хранитель? Откуда эти чудовища? Что здесь вообще происходит? Профессор Мортон определенно пересек черту. Вы можете прямо сказать, что здесь творится? Моя слабость. Вот всему причина. Я позволил детям играть силами, стоящими за гранью их понимания. Но легенды не ошибались. Ты пришел к нам. Я лишь надеюсь, что еще не слишком поздно. Что-то я не уловил смысл. Вскоре пелена спадет с твоих глаз. Ступай в библиотеку. Книги хранят бесчетные тайны. И еще возьми этот амулет. Он не даст тебе впасть в забвение, подобно остальным. Иди же, исполни свое предназначение. Спаси нас. Погодите, я сюда приехал не книжки читать. Мне нужно расследовать смерть Фиска. Я не знаю, о ком ты говоришь. Чарльз Фиск. Около 50, среднего роста. Сидеющие волосы. Я никогда не видел такого человека. Гости — большая редкость на острове Тени. Все, довольно. О, боже. И опять амулет нам дали. Так. Твою мать. Вот не первый раз прохожу и все равно испугался. Так, куда мне тут? Вот, патроны взял, отлично. Погнали теперь в тот конец. Тут игра линейная, поэтому сюжет изменить не получится. В нелинейных играх сюжет можно менять. Ну как менять? Он сам по себе меняется в зависимости от действия игрока. Здесь нет. Дверь заперта. Это открыто.
Так. Включим свет. Амфора заполнена водой. Или амфора, как правильно. Так. Взяли лом. Хорошо. Это я ничего читать не буду. Это вы сами прочитаете, когда будете проходить. Тут то же самое. Прекрасно. Ну, давайте пролистывайся уже. Вот что-то еще. На всякий случай открываю эти книжки, чтобы мало ли что. Мне там прочитать что-то надо будет. Что-то забуду, подсказку найду себе. Они вот сохраняются вот здесь все. Так, предметы, заметки. В заметках связался с Джонсоном. Декаром перебегаю, пусть сам себе пометки делать в ежедневнике. Туда можно часто заглядывать, желательно заглядывать за подсказками. Документы, вот они документы. Все книжки, которые сейчас я подкрывал, они будут здесь. Так, ладно. Погнали дальше. Обещал же по-быстрому. Аптечка. Фляжка. Твою ж мать. Теперь надо вот в эту флягу набрать воды. Воду набрали и погнали обратно сюда. Так, эта дверь заперта, да? А у нас ключа нету желательно. Случайно. Так, здесь это не применить нельзя. Маленький ржавый ключ. Ладно. Я догадываюсь, где его можно применить. Но пойдем мы вот той дорогой, чтобы открыть дверь. Вот, вы открыли дверь. И теперь сюда. Так, дверь у нас там открыта. Идем вот в эту дверь. Вот эти гамадрилы еще одни. Сука. Не попал ни разу. Так, аптечку срочно. Иди сюда. Так, заглянем сюда сразу. Что у нас тут есть? Еще одна аптечка. Thank you very much за это. Что-то еще взял. Патроны, походу. Поставите видео на паузу. Я просто щелкнул кнопкой и не заметил, что я взял. 36. Так. Ну, да, скорее всего, патроны взял. Ну, лучше не заметить, что что-то взял, чем вообще не взять. По-моему, так, да? Так, вот тут что-то. Патроны. Еще одни. И к пистолету, и к ружью. Вот. Застекленный шкафчик с моделью корабля и какими-то весами. Это механизм. На эти весы надо поставить наполненную водой флягу. Вот у нас сработал механизм следующей картины. Тут вообще очень много будет связано с картинами. Так, оружие.
Зараза. Тут что-то. Так. Маска волка взята. Так, что-то еще тут. Фотографию взяли. Что за она? Так, предметы, документы, да? Вот она, фотография. Ну, в принципе, если бы мы взяли до того, как поставили флягу, она бы нам подсказала, что делать. Так, еще один амулет для сохранения. Тварь, а? Что тут еще полезное есть? Ничего. Ладно, тогда заряжаем наш пистолет на полную и переключаемся на ружье. Погнали. Твари! Вот в таком режиме лучше перезаряжаться. Так, предметы. Ой, нет. Аптечка, да. Так, нам теперь надо к той картине. Твою мать, вы видели? Как оно неожиданно там появилось. Разота. Тут уже неизбежно было потратить патроны. Так что тут уже не наезжайте на меня за то, что я говорю не транжирить, а сам транжирить. Так, взят золотой ключ. Отлично. Сюда мы не зайдем, наверное. Вообще пока что. Так, ладно. Откуда эти ключи? Так, золотой ключ. Вот маленький ржавый ключ. И золотой ключ. Позолоченный ключ, надпись «Первый этаж, Восток». Вот что надо... О чем я вам говорил в самом начале видео еще. Первый этаж, Восток. Берем карту. Вот у нас справа, в верхнем правом углу, что-то вроде компаса со стрелками. И смотрим, где у нас север, восток, короче, нам налево. Первый этаж, Восток. Погнали. Так, стоп, я не помню, Восток слева или справа по компасу. Ну, сейчас мы это проверим. Вот эта дверь. Понятно. Она открыта. Нам надо закрытая дверь. Так, дверь заперта. Не то нажал. Золотой ключ принять. Нет. Нельзя. Значит, все-таки Восток справа. Вот заперта дверь. Да, Восток справа. Открыли дверь. Да зараза, блин.
Отлично. Что нам надо здесь сделать? Здесь, конечно, берем еще один ключ. Маленький, красивый ключ. Позже разберемся, для чего он нужен и куда. Вот здесь статуя совы. Открываем наши предметы, берем маску волка или волка. Используем и находим еще один ключ. Взять стальной ключ. Эта дверь замурована. Мы никогда через нее не пройдем. Даже имея лом. Иди сюда. А этот как-то слишком быстро сдал концы. Возможно, когда я стрелял в первого, я попадал и по второму. Каким-то волшебным образом, не знаю. Так. Предметы. Маленький красивый ключ. Так, маленький украшенный ключ с надписью «Первый этаж, запад». А это стальной ключ с надписью «Второй этаж, восток». Ну, короче, я теперь знаю, куда идти. Идем на запад первого этажа. Это вот сюда. У нас тут дверь была заперта. Да. Используем его. Дверь открыта. И теперь надо на восток. Элин! Карнби? Да. Я все никак не пойму, какую роль во всем этом играет Оубед Мортон. По-моему, здесь всеми делами заправляет его брат. Его брат? Алан, брат-близнец Оубеда. Так вот оно что. Мне кажется, что Алан Мортон... Ой, как бы лучше выразиться, одержим дьяволом. Да, это как раз про него. Я узнала, что он убил своего отца Говарда и использовал его в качестве подопытного в своих экспериментах. Он чудовище. Элин, ты что-то не договариваешь. Я думаю, мне кажется, что Алан Мортон своего рода доктор Моро. Он манипулирует генетикой, но работает не с животными, а с тварями тьмы. Это многое объясняет. Элин, мы должны остановить его. Карнби, я же в этом ничего не смыслю. Я совру, если скажу, что контролирую ситуацию. Но ничего, не унывай. Зараза. Так, теперь идем на восток. На восток. А вот эти вот мелкие твари боятся света. Включили свет. Ключ, амулет для сохранения еще один взяли. Так, что тут еще у нас есть? Книжка. Так, тут ничего, да? Должно что-то быть. Помимо. Так, вот. Половинку фотографии взяли. Ну, вроде бы теперь все.
Успел. Включаем свет. Еще одна аптечка. Ящик заперт. Большой красивый ключ. Лом. Маленький ржавый ключ. Не подходит. Не подходит. И тут еще что-то. Странный поломанный трактор. Кто же изобрел все эти машины? Подсказка была только что. Вот, видите? Сияет. Это, наверное. Короче, позже мы сюда вернемся. Оружейная полка. Тут закрыто все. Ну, в принципе, я думаю, что для первого видео я показал вам слишком достаточно. Тут, пожалуй, сохранюсь. И продолжим уже в следующем видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. А я пока что с вами прощаюсь. Пока.